Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваше внимание. Тема сегодняшнего расклада. Крыса в лабиринте. Кто же подгрызает твои опоры, пока ты строишь планы? Расклад будет сделан по специальной схеме, состоящей из вопросов, которые будут озвучены сразу же после вашей сигнификации. В конце видео в качестве бонуса будет совет психолога. Надеюсь, будет интересно, полезно. Пожалуйста, досмотрите до конца. Ты чувствуешь, что твое идеальное здание будущего начало крениться вниз. Пока ты выбираешь цвет стен, обои, да, и планируешь успешный успех, кто-то в темноте методично вынимает кирпичики из твоего фундамента. Посмотрим, кто же этот человек. И этот опасный враг, он не тот, кто кричит тебе в лицо. Самый опасный враг, он тихий. Он улыбается, приносит тебе новости, поддакивает твоим идеям. И в это время незаметно для тебя разрушает все то, что ты с таким трудом создаешь. Эта крыса в лабиринте действует осторожно. Она не хочет прямого столкновения. Она хочет, чтобы ты оступилась сама. Давайте посмотрим, кто же это. Кто же эта крыса в лабиринте? Для начала делаю вашу сигнификацию, девочки. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Скромные со вкусом. Это вы у меня токсичный павлин? Или это вы рассказываете, как вы подустали от них? Так, черная кошечка. Бог ты мой, дьявол. Так, о чем это, девочки? Девочку покажите мне. Так. Итак. Для чистоты эксперимента. Павлин. Это вы у меня, павлин? Ух ты! Это вы у меня, павлин? Токсичный павлин. О чем это? Угу. Ну, девочки, держитесь. Что мне вас показали, то я и рассказываю. Показали мне сейчас, это вы у меня такой павлин. Знаете, тут историю мне показывают. Для вас нынешнее, может быть, состояние настроения, тут скорее даже ваше желание сейчас где-то добрать то, что, может быть, долгие годы вы там себе не позволяли. Может быть, наконец-то какой-то прорыв совершить, изменить кардинально свою жизнь. То самое главное — отношение к себе. Любовь к себе, уважение к себе. Вот тут вот как будто бы долгие годы, может быть, этого у вас не было. Или вы там, ну, знаете, закрывали потребности кого-либо, может, из близких. Ну, как будто бы на себя, может быть, не хватало ни сил, ни времени. А тут вы, будто бы у вас сейчас такое какое-то настроение, вы говорите, да вот это я хочу, так вот блистать, я хочу кайфовать, я хочу радоваться жизни. Надоело мне все тут входить в какие-то чьи-то положения, там оглядываться на кого-то, прислушиваться тоже к чему-то мнению. Не хочу, не хочу. При этом показано это не на ровном месте у вас, это все какая-то история. И для вас это не совсем характерно. Вот тут карта Арлекин, это не стандартно. Это где-то, это как-то, знаете, или хорошо забытые ощущения, которые, может быть, когда-то давно вы так себя, ну, вот, ощущали, да, опять-таки. Это все переживали. Или же кто-то вообще никогда себе не позволял тут, ну, ставить себя на первое место, где-то свои потребности закрывать, желанием своим прислушиваться, да, к мечтам каким-то. Тут что-то тут у меня такое показывают. При этом многие сейчас чего-то касается, карта расходы. Знаете, или если где-то, вот некрасиво скажу, но такие есть, этот жаргонизм слова, зажимали. На себя там жалели лишний раз что-то потратить, там о чем-то мечтали, думали, да ладно, хочу, перехочу, да, там что-то, может, ребенку что-то важнее, там, или там, уж не знаю, важнее там супругу, или еще кому-то, или да лучше там дома ремонт надо сделать, еще что-нибудь, а какие-то даже вот такие мелочи, которые вас радуют, наполняют вас, вы так, да ладно, обойдусь.
то сейчас мне показано ваше какое-то настроение, вы говорите, да надоело мне, нифига, хочу на себя тратить. Что-то тут вот, что-то из этой серии. У кого-то это идет как компенсация. Опять-таки мне показали не очень тут какую-то счастливую любовную историю, где вы почувствовали себя униженной, может быть даже как использованной, обесцененной. Карта змея, может быть тут змея и карта вода, эмоции. Ну, скорее всего влюбились, и скорее всего у кого-то это тут искушение было, знаете. Соблазн, может быть, отношения трудно реализуемые или у кого-то порицаемые в социуме. Ну, по факту вы тут разочаровались в этой вообще какой-то любовной истории. И вообще показано ваше нынешнее состояние. Вы стараетесь держаться от этих всех страстей любовных. Вот тут карта воздержания подальше. Так как-то. Скорее, больше сейчас заняты, повторюсь, собой. У кого-то элементарно тут кто-то хотел бы поправить свое здоровье. И на физическом плане, да, ментально, вообще как будто наполниться этой энергией, почувствовать себя заново живой. Вот тут вот такой вот. Может быть, даже вы задумались, а что именно мне приносит радость? Может быть, даже сейчас думаете, там, кому-то моих там подружек там то вдохновляет, то воодушевляет, приносит радость. А что для меня вот такое кайфовое? Вот как будто бы женщина наконец-то об этом задумалась. Так, ну мне тут интересно, почему токсично? Ну, давайте так, я могу это тоже прочесть, карта расхода. У кого-то, знаете, это из той серии вы не совсем себе можете даже позволить какие-то тут расходы, ну, объективно, да? Но при этом вы говорите, а я хочу себя почувствовать вот такой вот, любимой, желанной, пусть даже вот я буду сама себя баловать даже. Вот тут что-то такое у кого-то, повторюсь, хотите, может, какой-то образ жизни вести, который не совсем вы его можете объективно себе позволить, но при этом вы решили себя побаловать. Может, правильно сделали. Не в этом суть. Суть в том, что это не на ровном месте. Это у вас как сейчас как компенсация. Вы говорите, я хочу добрать это все, дополучить. Пусть так. Ну, я этого заслуживаю. В конце концов, если меня никто не балует, или не получаю то, чего я хочу. Я сама теперь знаю, чего я хочу, поэтому я сама буду себя радовать. Вот даже так у кого-то может проиграться. И это может касаться каких-то глобальных трат, действительно. А у кого-то это даже там по мелочевке какой-то. Так, почему токсично? Почему? Что значит токсично? Токсично, ну смотрите, бумеранг, сплетни, высшее я это эгоизм какой-то. Может быть, даже у вас сейчас какой-то такой период, где вы сталкиваетесь, ну, может быть, закамуфлированное какое-то знаете, неодобрение родственниками вашей позиции, ваших каких-то проявлений. Вы говорите, это как бумеранг. Я слишком долго была, допустим, удобна, или я слишком долго там на что-то закрывала глаза. Поэтому сейчас мои любые проявления, мое желание отстоять себя и порадовать себя по высшему я, вот тут женщина в парче с короной на голове, любуются собой. Вот где-то вот уделить себе даже вот внимание 100%, оно может сталкиваться с каким-то противостоянием близких, родных. Вот так. Как будто бы вы открываетесь с другой стороны по черной кошечке. Вот было одно, а сейчас вы другую свою какую-то, ну не знаю, там сторону, какие-то черты характера проявляете. То скорее даже желание вот любить себя, радовать себя многими воспринимается как какой-то эгоизм, как что-то такое, знаете, как, ну, может, коса на камень находить с близкими, родными. Так, ну вы меняете алгоритмы, вы по-другому начинаете проявлять себя, в первую очередь в отношении себя, а это считывается, и для многих вы становитесь уже неудобной. Так, по дьяволу, на вас дьявол? Нет, по поводу чего? Дальше борьба. Ну, дьявол это не сколько на вас, сколько тут, скорее всего, вы сейчас пришли к такому пониманию, что просто так, вот карта рыба, удача на вашу голову не свалится, да, то есть это иллюзии какие-то там, что можно еще ждать, и ждать, и ждать, и вот оно придет
прилетит. Скорее всего, вы уже сталкиваетесь с таким моментом, когда вы говорите, бороться нужно за свое счастье, за какие-то шансы, за какие-то возможности. Ну, не в том плане, что идти по головам, а в том плане, что самой предпринимать какие-то действия, может быть, доводить начатое до конца. Даже тут карта беременность, да, мне об этом. Если ты хочешь улучшить взаимоотношения, то не жди, что твоя половинка будет тут стараться. Сама также прикладывай сюда усилия. То же самое по поводу каких-то тут прорывов, переходов на новый уровень. Тут, скорее всего, у вас сейчас в голове такая, знаете, как мысль, ну хватит, я и так долго ждала, все, в каких-то иллюзиях пребывала, что вот-вот оно само как-то так сложится в моей жизни. Нифига. Нужно тут собираться, закатывать рукава и идти вплоть до того, что что-то в голове мне это какие-то огниевые конюшни, да, разгребать. В общем, вы поняли. В общем, разгребать все то, что в жизни у вас там накопилось, скопилось, то, что нужно в утиль уже отправить, и нужно освобождать место для чего-то нового, прекрасного, и идти это реализовывать. Вот. И тут женщина, для которой очень важна семья, поддержка семьи, и вы можете быть очень верной. И также вы надеетесь на улучшение, любых сценариев, которые в вашей жизни тут присутствуют. Это взаимоотношения, может быть, с людьми, с близкими людьми, я имею в виду. И, в принципе, может быть, вот как надеетесь, что сейчас что-то хорошее, классное влетит в вашу жизнь. Ну, оптимистка. Такая, жизнерадостная. Такая сигнификация ваша. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, крыса в лабиринте. Кто подгрызает твои опоры, пока ты строишь планы? Первое у нас идет твоя главная опора. На чем сейчас держится твой успех? На чем он сейчас держится? Как видят высшие силы? Так, следующее у нас. Где же идет подкоп? В какую сферу направлен основной вред? Личная жизнь, может финансы, может быть там какие-то связи социальные, общение, да, там даже не знаю. Сейчас посмотрим, в какую сферу направлен основной вред. Следующее. Портрет этого вредителя. Кто или что разрушает твою жизнь? Кто или что разрушает сейчас твою жизнь? Так. Зачем это ему нужно? Зависть, месть или страх? Зачем нужно этому человеку, да, разрушать вашу жизнь? Что им движет? И у нас последнее. Как укрепить ваш фундамент? Что сделать, чтобы стать неуязвимой для этих диверсий? Как укрепить вам свой фундамент? На что обратить внимание? Так, начинаем. Первое у нас. На чем сейчас держится твой успех? Как видят высшие силы? Ух ты. Какие карты. На чем сейчас держится твой успех? Ага. Ну, тут на вашей уже осознанности, мудрости. Тут помимо того, что изначально у женщины тут показано любящее сердце, вы эмпат, вы тут скорее придете на помощь, опять-таки это сердечко свое раскроете. И первая карта, на чем держится твой успех, на том, что вы действительно тут, знаете, искренне стараетесь выстраивать взаимоотношения с людьми. В каждом, может быть, даже видите что-то хорошее. Даже в каком-то
экскременте можете найти что-то хорошее. Ну, это черта ваша такая, ну, замечательно, наверное. Тут, более того, тут можете найти общий язык со многими. Я думаю, с коммуникациями у вас все прекрасно. Тут, еще раз повторюсь, мне прям хочется это сказать, эмпат. Вы считываете эмоции других людей, боль, да, переживания других людей. То есть вы реально можете помочь людям. На чем держится ваш успех? Повторюсь, на вашей искренности, на вашей, на ваших чистоте ваших помыслов, на этом открытом любящем сердце. Люди вас таки воспринимают как доброго, светлого человека. Опять-таки, вы можете считать, что на самом деле происходит с человеком, да, и дать нужную какую-то, может, реакцию, поддержку. Вот это очень важно. При этом вы уже достаточно мудры для чего? Для того, чтобы понимать, что не нужно от всех ожидать какой-то обратной реакции, да, пропорциональной тому, что вы даете. То есть, если вы с любовью, с вниманием, поддержкой, вы уже не ожидаете. Вы уже не находитесь в иллюзиях и не считаете, что, ну, если я так, то и априори ко мне же тоже так точно должны относиться. Нет, вы прекрасно уже понимаете, что в мире достаточно много в вашем окружении даже этих вампиров, потребителей, которые с удовольствием пользуются, тут еще и могут права качать, да, мало ты им даешь этой любви, хотя сами в ответ вообще нифига не дают, кроме неприятностей каких-то. И у вас уже пришло осознание этого, принятие, тут ваша мудрость, уже ваш опыт какой-то, да, об этом. Но все равно, несмотря на все это, тут карта ожидания и карта мудрость. Женщина, которая понимает, что для того, чтобы двигаться дальше, может быть, реализовывать свои какие-то планы, мечты, вам нужно еще кому-то по этой карте мудрость. Видите, тут женщина вся в окружении этих каких-то листков исписанных. Тут вам нужно, может быть, где-то еще чему-то обучиться, какую-то информацию добрать, да, опять-таки, для того, чтобы как подсказка, куда, в каком направлении, может быть, двигаться, и как это сделать все намного, может, быстрее, эффективнее, да, как-то так вот. Как будто вас тут от каких-то конкретных шагов по к достижению своих каких-то там поставленных целей разделяет чуть-чуть, совсем немножко. Вот вы будто бы говорите, ну вот, я сейчас, может быть, там какую-то информацию доберу, как мне лучше это воплотить, как где может что-то реализовать, вот свои какие-то там, у кого-то амбиции, у кого-то таланты, способности, у кого-то что-то такое вот. То есть ваш успех держится на этой вашей эмпатии, на дружелюбном отношении, искреннем. При этом вы не столь наивны, чтобы там надеяться на то, что все люди вокруг братья, а вы уже понимаете, мир красочен и разнообразен, да, во всех его проявлениях. И при этом на чем держится твой успех? На том, что вы довольно-таки самокритичны. Может быть, тут даже у кого-то наоборот слишком к себе такие, знаете, завышенные требования. Другие идут, получается, не получаются, рискуют и пробуют. Может быть, коленки сбивают, ну потом новое пробуют. А вы тут скорее еще будете получать второе, третье, пятое образование, какую-то информацию собирать, прежде чем какой-то проект тут ваш выстрелит или вы рискнете даже. У кого-то подвисливое вот это состояние ожидания, вот может быть, и мечты есть, и они как-то уже более-менее сформировались, чем, ну, вы знаете, чем вы хотите там заниматься, в чем себя реализовать, но при этом у кого-то прям комплекс этого самозванца, да, может думать, недостаточно много я знаю, недостаточно я в этом, там, дока, да, в чем-то, в каком-то деле, мне нужно еще подучиться, мне надо еще опыта. Ну, тут такое мне показали. Но ваш успех вот на этом держится, уже не знаю. Ну, тут подсказочка все равно между строк, девочки, что хватит, вы так уже обучились больше, чем нужно. Ладно, шучу. Тут пора действовать уже, пора эти какие-то свои знания применять уже конкретно. Их можно и нужно применять.
То есть любящее открытое сердце, искренность, интеллект все-таки, мудрость, да, осознанность, принятие. Вот на этом держится ваш успех. Показано так. Следующее. Где идет подкоп? В какую сферу направлен основной вред? Ой, сразу с места в карьер. Показано тут потеря, утрата в прошлом, какой-то фантом. Тут у многих это мужчина. Это какие-то отношения из прошлого, они токсичные были. Надеялись вы на одно, а тут вам свинью подложили. Надеялись на подарочек какой-то, а вам, повторюсь, вместо подарочка, вместо тех форматов, которые все намечтали, тут подложили свинью, все пошло не так. Вы как будто в ловушку какую-то угодили. Где-то ловушка, даже ловушка, рядом ваша карта, отчасти собственных иллюзий намечтали, может быть, напридумывали. Там у кого-то это опять идеализация партнера, у кого-то это недостаточно, вы узнали хорошо партнера, а уже, знаете, как подвлюбились, уже как это, приписали ему какие-то черты, которыми он не обладает. Может быть, у вас был какой-то такой образ идеальный, да, какого-то мужчины, вот вы его туда вот на этого избранника, так, может, если можно так сказать, то прицепили ему туда какие-то вот характеристики, которыми он, может, не обладает, да, качества какие-то. Ладно, тут о чем? В какую сферу направлен основной вред сейчас? Это, девочки, где-то все-таки мне показано, с одной стороны, у вас тут разочарование в любовной сфере, с другой стороны, тут в эти ловушки каких-то собственных мечт, иллюзий из прошлого вы попали сами также. Я не говорю, что тут он белый пушистый, да, тут свинтус какой-то вам свинью подложил, да, но ответственность не снимаем с себя. Тут как будто бы нужно, девочки, задуматься о том, что почему в вашей жизни вот возник этот мужчина, и даже самое главное, не почему он возник, а почему вы на него так отреагировали, так привязались, так растворились, так, может, его на пьедестал поставили, так его прям идеализировали. У многих это произошло потому, что на тот момент ваша жизнь может быть там, у кого-то это с постоянным мужчиной, да, может быть, там проблемы начались, неудовлетворенность в личной жизни. У кого-то это неудовлетворенность яркостью вашей жизни. То есть вы, может быть, как в сером туннеле каком-то вот проживали, вот, как день сурка, да, вашу жизнь. И по большому счету вот эту энергию бы направить не на любовную эту историю с ним, на проживание с этим мужчиной, а на свою жизнь там, то есть больше добавить общения с позитивными людьми, подругами, там, не знаю уже, выход там, продефилировать где-то там, красивое платьишко одеть, посещение выставок, уж не знаю, девочки, у кого там просто элементарно на природу, да, там, не обязательно даже шашлык, там, грибочки пособирать. Вот нужно было свою жизнь делать более яркой и насыщенной, тогда бы не стал вопрос вообще. Этот бы мужчина не произвел бы на вас такого впечатления, которое он произвел. А тут у многих вот это вот как замещение такое. Может быть, многие подумали, вот рядышком с ним я себя чувствую такой, да, вот классной, изначально. Крылья расправились, желанной, сексуальной, интересной такой. Но, девочки, это у вас самой уже есть. И рядом с вами этот мужчина или кто-то другой. Вы должны просто это помнить, что вы сами по себе такие. Ладно, но тут о чем? Подкоп, в какую сферу направлен основной вред? Больше все-таки это мне в личную жизнь, я вам хочу сказать. Все-таки идет, наверное, какая-то как... Не буду говорить, что идеализация, да, какого-то образа мужчины. То, скорее всего, наверное, нужно многим обернуться, по сторонам посмотреть. Вот по этой карте, видите, карта потери, утраты. Мужчина, вот, надеюсь, там на физическом плане он где-то существует, у него все хорошо, не просто существует, а живет, припевает, но показано в вашей жизни, он изображен как фантом.
рядышком с вами этот фантом, он держит вас за шею, он не дает вам как будто бы нормально, полноценно дышать. И вы тут его еще рукой придерживаете. У многих еще есть какой-то мужчина, может быть, постоянный, стабильный. У кого-то это в перспективе, рядышком кто-то есть. Это история о том, что вы, может быть, в погоне за каким-то идеальным образом мужчины забываете то, что рядом живой находится, живой, обычный, прекрасный, среднестатистический мужчина, да, и мы, может быть, не обращаем внимания на его на какие-то там, не знаю, каждодневные, да, поступки. Там, элементарно человек подошел, вас пледом укрыл, там, чашку горячего чая вам принес, там, элементарно звонок, там, переживает лишний раз, доехали вы там до места какого-то назначения, или как вы себя чувствуете. Просто как будто бы вот тут между строк вам говорят, ценить то, что у тебя есть, по крайней мере, не обесценивать то, что вам дают. Как будто так вот даже. Будто бы вот как в попытках где-то кого-то идеализировать, притянуть вот за уши вот желаемое за действительное, то ли увидеть, да, вот так вот, то ли посмотреть на это, то как будто бы теряется реальность. Ну, из той серии, что нужно не в прошлом находиться и не мечтать о каком-то будущем, но мечтать никто не запрещает, но оценить то, что в настоящий момент вот в вашей жизни есть, присутствует, и в полной мере этим наслаждаться. Тут что-то из этой серии также, девочки. Это где-то, может быть, вот эта вот жизнь на потом, да, начнем вот с понедельника. Начнем с понедельника, может быть, носить самые свои там красивые платьюшки. Начнем с понедельника есть самые красивые посуды там. И оставляем, отодвигаем это все, да, и вот как-то так этот понедельник наступает или не наступает. Может, но в понедельник уже этого и не захочется. Совершенно другого что-то захочется. Ну, у кого-то прям так проиграется. Вот подкоп вот тут вот идет. Не знаю. Как-то так. Личная жизнь. Скорее личная жизнь. Вот тут вот. Как будто бы ожидание одного, а получаете совершенно другое. У кого-то прям, мне бы хотелось сказать, что, девочки, лайфхак, да, не факт, что это лайфхак, я думаю, вы это уже слышали. Надо прям заставлять себя переставать предвкушать что-либо, да, о чем это говорю? О том, что если у нас есть какие-то уже завышенные ожидания по поводу, допустим, просмотра фильма какого-то, да, вот у меня это 100% так проигралось, я помню, в свое время «Титаник» вышел, да, когда-то, и там, наверное, уже полгода, как он шел в кинотеатрах, там все уже смотрели, уже и куча восторженных таких было прям отзывов. Я его что-то не посмотрела, не получалось у меня, не помню уже, смысл в чем. Мне настолько его расхвалили, насколько там это было феерично, это все. И я опять-таки шла с этими, помню, просмотр этого фильма, я шла с такими ожиданиями, и мне он так проигрался, знаете, как-то, ну ничего, ну не настолько, что прям. А потом прошло еще какое-то время, может быть, пару лет, да, и я вот как бы как ластиком все стерла и посмотрела вот заново этот фильм. И я такая, он действительно, он крутой фильм, вообще обалденный. Ну, я о том, что если вы заранее настраиваетесь на какие-то там, вот опять-таки, при встречах с близкими, родными, там даже на одни какие-то форматы, и вы в предвкушении этого, и потом вы разочаровываетесь или как-то этого не получаете, то, знаете, это как-то событие так проходит со знаком минус, да. А если вы, ну, кайфуете по жизни, да, но при этом никаких не строите там лишних иллюзий и не предвкушаете, вот должно вот так, вот по такому сценарию оно пройти, то как оно проходит, так оно проходит. У вас очень много потом будет позитива, и по факту со знаком плюсом все это проходит. В общем, вы поняли. Так, портрет вредителя. Кто или что разрушает твою жизнь? Так, закрываетесь вы тут от какого-то подарочка.
Так, прошлое, ограничение, карма. Мои хорошие, а тут я не буду даже вам говорить, что тут кто-то конкретно ваши как извне тут кто-то разрушает. Вот, девочки, тут такая картинка, я вам хочу сказать, очень похожа, что вы сами себе не даете. Тут закрываетесь от каких-то подарков, которые несет вам судьба, от возможностей, может, каких-то. Почему? Потому что у вас тут из прошлого тянутся уже какой-то накопленный опыт, может быть, негативный, может, вы говорите, нафиг надо, нет. Вот, тут какие-то ограничения у вас. Так, мстительность, границы. Тут из той серии, обжегшись на молоке, дуем на воду. Это может касаться, опять-таки, и взаимоотношений, да. Можете не подпускать и говорить, да лучше я тут буду сама, чем мне непонятно с кем. Тут внутренний ваш какой-то, я же не знаю, как внутри вас человечек какой-то говорит, я тебя буду защищать. Вот. Да. Пусть ты никаких новых подарков не получишь, но зато 100% ты будешь ограждена от каких-то разочарований. Давай мы будем с тобой эти границы соблюдать, рамки границы, и никого за эти границы мы не будем подпускать к себе, да. Мы помним, как нам было больно. Тут эта карта об этом говорит. Мы помним, какое было разочарование. Вот поэтому я вам предлагаю, повторюсь, еще попытаться, еще раз повторюсь, да, из позиции не ожидать что-то, не настраивать себя на то, что вот так вот оно сложится там, да. Это касается элементарных даже вот прогулка, да, вы себе там представляете, вот мы сейчас пойдем прогуляемся там, уже не знаю, с молодым человеком или не с молодым, или с подругой. А тут больше как будто бы вот такого чего-то, или спонтанного, или в принципе, повторюсь, исключить вот этот фактор ожидания, предвкушения чего-то, да, вот жить сейчас в моменте, вот больше об этом. Угу. Тут вам говорят, карма, ты уже вот этот какой-то урок, ты уже прошла, хватит, перелистываем страничку и как будто бы разрешаем себе позволять получать эти подарки, даже если подарки судьбы, открываемся, ну, даже если среди этих подарков будет что-то одно что-то не совсем такое хорошее попадется, но в любом случае, а так ты закрываешься вообще от любой как будто бы энергии, от каких-то новых, может быть, знакомств, встреч. Как будто бы не пускаешь энергию в жизнь свою. Что такое мне? Так, скрытая мотивация. Зачем нужно? Зачем нужно? Иерофант, страсть. Непонятно. Вера, жатва. Пустая карта. Ну вот даже зачем, по большому счету, наверное, зачем вам это нужно, да? Ой, тут многие говорят, я слишком дорого заплатила за этот опыт какой-то. Тут карта темперамент, страсть, да. У кого-то это первая карта иерофант и карта страсть, и тут подвешенное состояние. Девочки, у кого-то тут, если была влюбленность, да, если вы там в браке, в союзе с кем-либо, подвлюбились, может, не в свободного мужчину, или же, ну, в принципе, да, как запутались во взаимоотношениях, то вы говорите, я больше никогда не хочу в такое состояние попадать, это слишком состояние уязвимое мое, это подвешенное состояние. Видите, эта женщина сидит на этой жердочке, рядышком какие-то вороны летают, в любой момент эта женщина шандарахнется вниз. То есть тут ваше основное вот изнутри, что вами движет, это вы не хотите повторения каких-то сценариев, опять-таки, вы не хотите быть в этом в уязвимом состоянии, не хотите болезненно шандарахнуться тут вниз. Опять-таки, по карте Иерофант
наверное, все-таки для себя вы тоже сделали вывод, что если там вы в союзе с кем-либо в браке, да, в союзе, то лучше приложить усилия для того, чтобы этот союз, ну, усовершенствовать, сделать лучше взаимоотношения, чем искать где-то что-то на стороне, да. Попытаться нужно все-таки наладить взаимоотношения может быть, с мужем, тут у кого-то с близкими, родными, это вот сюда больше, потому что это, ну, это к самой себе вопросы, да. Проще где-то на стороне провести там какие-то весело время, да, и потом каждый возвращается в свою жизнь, а проблемы в собственной этой жизни, они накапливаются. То есть вот эти вот временные какие-то там, ну, интрижки, если это можно так назвать, да, они со временем только подчеркивают то, что ты в собственной какой-то жизни, в собственных тут взаимоотношениях личных каких-то, ты не прикладываешь достаточно усилий для того, чтобы ну, быть счастливым даже, да. Это как ты заранее складываешь ручки и говоришь, ну, я уже могу на это, я никак не могу на это повлиять. Вот есть в моей жизни так, как есть. Тут что-то такое, это как будто снять с себя ответственность. А вам тут говорят, не нужно снимать ответственность. Это твоя жизнь, и ты должна прикладывать усилия для того, чтобы она была тут великолепная, прекрасная. Так, для чего нужно? Закрываетесь, закрываетесь, Вера, жатва. Ну, кто-то бы хотел, знаете, опять-таки, не растерять то, что у вас есть. И сейчас такой какой-то период, где вы, тут многие карта Вера, жатва, может, даже обращаетесь к Богу, да, опять-таки. Вам нужна поддержка, вот такой какой-то период будет. Больше как будто бы вы погружены сами в себя. Многие говорят, зачем мне тут даже особо общение в социуме, как будто бы вы понимаете, качественного общения мало, ну, вам, для вас. Тут говорите, лучше я займусь тут кого-то образованием, самосовершенствованием, тут вот реализацией своей. Карта Вера, уже лучше я тут, знаете, как будто вот наедине с Богом, да, лучше я буду свои какие-то беды, печали обращаться к Господу, да, и вера мне это поддержит. Но я не ищу поддержки в социуме. Тут что-то такое вот мне даже идет. Ой, не знаю, как-то сегодня такой расклад чудной. Так. И как укрепить фундамент? Что делать, чтобы стать неуязвимой? Одиночество, озарение. Ух ты, магия, император, крест. О чем это? Ой. Чтобы стать неуязвимой. Ну, тут первые карты говорят о том, что да, вам в этом одиночестве может быть и комфортно, но все равно нужно хоть иногда из него выходить. То есть позволять себе общение с, действительно, может, с людьми, с которыми там вам есть что обсудить, там какие-то проекты общие, там увлечения чем-либо. Знаете, это что-то должно такое быть созидательное. Тут карта беременность, это то не просто там ну, пустое какое-то там сплетничанье, общение ни о чем, да, тут как будто бы вы должны понимать, что вы, ну, как минимум энергетически вы вовлекаетесь, и вам в ответ дают уже, ну, энергию, да, наполнение. Вообще ощущение такое, что нужно что-то созидать. Вот тут что-то такое вот мне идет. Может быть, даже
больше как будто бы искать каких-то единомышленников и разговоры больше о чем-то вот том, что вас объединяет. Вот, тут как-то так. Вот магия, император, крест, не могу понять, о чем это магия. О чем это? Чтобы стать неуязвимой, что нужно делать? Но тут у многих девочки опять-таки почему-то такая идет информация, не жди, что оно придет из ниоткуда само, да, что именно, может быть, улучшение взаимоотношений с каким-то императором, с вашим, допустим, мужчиной. И вам говорят, если ты думаешь, что у тебя уже тут, у вас какой-то уже сценарий установленный, и вы можете, как, знаете, махнули рукой, не хочу даже и пытаться ничего, лучше я вообще не буду. Поменьше общаться, поменьше буду даже пытаться что-то, вот, отношения как-то то ли восстановить, то ли вообще взаимоотношения какие-то такие своеобразные. Вот где-то вы говорите, это как крест, я уже тут вообще никак не могу на это повлиять. То вам говорят, нет, а нужно из позиции, тут даже карта сердца, открыть сердце. Может быть, по-другому как-то варианты. Можно достучаться до этого императора, можно улучшить жизнь, можно сделать так, что он будет вас больше ценить. Тут об этом, девочки. Но опять-таки, самый главный посыл тут во всем этом не бросай все на самотек. За тебя никто это не сделает, не улучшит твою жизнь, твои взаимоотношения с партнером. Тут, если ты сама не откроешься навстречу вот тут, может, новым знакомствам, новому общению, позитивному чему-то, то так все и будет на этом же уровне. Так как оно из ниоткуда оно не придет. У тебя должно созреть это желание открыться, ну, опять-таки, для всего нового, прекрасного. И тут же нужно также понимать, что если будешь прикладывать усилия, да, может быть, чуть-чуть по-другому, не так, как раньше, то тут 100% у тебя отношения, взаимоотношения с твоим мужчиной каким-то, они улучшатся. Ну, выйдут на новый какой-то уровень. Что-то мне такое сегодня донесли, мне такое, да? Девочки, сегодня мы выяснили, что у нас на данном этапе тут главный вредитель у нас – это ваш внутренний саботажник. Да? Это ваша внутренняя часть, которая пытается вас защитить от каких-то, может быть, повторений неудачных этих ваших тут любовных историй. Да? Опять-таки, ваша внутренняя часть какая-то, она прям кричит: я не подпущу к тебе каких-то новых, может быть, людей, не подпускай их в свое сердце, так как скорее ты получишь негатив, разочарование. Тут что-то у нас сегодня такое прям. Опять-таки, тут во взаимоотношениях с каким-то мужчиной также этот внутренний саботажник ваш, он говорит, что хватит прикладывать усилия, все есть как есть, тут уже ничего не изменишь. А на самом деле тут можно менять и в лучшую сторону, и можно себя лучше чувствовать в этих взаимоотношениях, и выстроить эти взаимоотношения более гармонично. Все возможно. Другими словами, девочки, ваша энергия сейчас должна быть направлена на созидание, а не на оборону и не на саботаж, да. Как только вы выбираете себя и свой рост, то этот негатив, он потихоньку уходит. И вы выйдете на тот уровень, когда его вообще не станет, и вы будете дышать свободно. На самом деле этот ключ к вашему счастью, он всегда был у вас, он у вас есть. То есть, другими словами, все, девочки, в ваших руках. Все, мои хорошие, удачи вам во всем. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий.
Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.